Всем привет, с вами снова Алина, и я заметила, что на моем канале очень много каких-то обучающих, супер полезных видео, поэтому я решила, а почему бы не сделать какое-нибудь бесполезное видео, где мы бы с вами просто могли поболтать, что-то обсудить, так что запасайтесь чаечком, кофеечком или просто водой, как я, и мы с вами обсудим события, которые проходили в мире и которые можно перетереть с подругой. Я думаю, что вы считаете меня своей подругой, потому что я своих зрителей считаю своими друзьями, так что давайте с вами немножко потрещим, как говорится, и пообсуждаем все, кроме политики. И давайте начнем с хороших новостей, со свадьбы Приянки Чопры и Ника Джонаса, потому что, мне кажется, это было прям событие недели. Если вы не знаете, кто эти молодожены, то могу сказать вам, что Приянка Чопра была победительницей конкурса «Мисс Мира» в 2000 году, а сейчас она очень известная в Америке актриса, снимается в сериале «База Квантико» и даже входит в число знаменитостей из списка Forbes, а Ник Джонас, один из братьев и экс-участник группы Jonas Brothers, а ныне сольный артист, у молодоженов разница в возрасте 11 лет, но это не мешает этой паре любить друг друга, и, боже мой, какая это была красивая церемония. Во всяком случае, я могу судить только по фотографиям. У пары было две свадьбы, то есть одна была по европейской традиции, если можно так сказать, а вторая традиционная для Индии, потому что Приянка из Индии. И, конечно же, большинству девушек в первую очередь интересно, как же выглядело платье невесты, в данном случае два платья, и могу сказать, что выглядели они просто сногсшибательно, и они были невероятно дорогими. Белое платье, которое было использовано для европейской традиции, имела 23-метровую фату. Но самое крутое не это. Дело в том, что передняя часть платья была украшена перламутровыми пуговицами от подола до воротника, и общая стоимость драгоценностей составила целых $2 миллиона. То есть вы представляете, насколько сильно молодожены не поскупились на наряд? Это настоящая какая-то королевская щедрость. Кстати, есть еще один супер романтичный момент. Дело в том, что Ник попросил, чтобы кусочек платья невесты вшили в его смокинг, и мне кажется, это безумно мило. Это, конечно, очень необычно, но от этого не перестает быть милым. Белое платье невесты и смокинг шили в ателье Ральф Лорен, а для традиционной индийской церемонии невеста выбрала платье красного цвета. Оно, конечно же, тоже было инкрустировано драгоценностями, стоило невероятно дорого, но, боже мой, как же оно эффектно выглядело. Ну и, конечно же, самое главное, не наряды, потому что, да, они были прекрасны, но как они смотрели друг на друга и как романтично выглядела церемония. Ник даже пустил слезу, когда увидел невесту в белом платье. Боже мой, что еще нужно на свадьбе? Так что счастья молодым. Я могу только за них порадоваться. Не скажу, что я там как-то сильно следила за этой парой. Я не сильно увлекаюсь творчеством Ника Джонаса, не смотрю сериалы, хотя нет, я вчера начала смотреть сериал «База Квантико», где как раз-таки главную роль играет Приянка. Поэтому можно сказать, что эта новость актуальна и даже немножко для меня. В общем, мне просто было приятно посмотреть на красивых людей, красивую свадьбу. Что еще нужно в современном мире? Ей-богу, вокруг столько всего гнилого, что иногда просто хочется за кого-то порадоваться. Обожаю радоваться за других людей. Также от свадьбы можно перейти к более грустному, к разводу. Дело в том, что наконец-таки Анджелина Джоли и Брэд Питт вроде как развелись, потому что эта эпопея с разводом у них длилась, по-моему, 2 года. Весь мир успел оплакать Бранджелину уже очень много раз. Мы надеялись там, что они сойдутся. Хотя я признаюсь, что я ни на что не надеялась. Я просто читаю все эти новости и сильно не вникаю, но, честно, мне нравилась эта пара, мне казалось, что они очень хорошо смотрятся, но, как оказалось, в семье очень много тараканов, и вот 2 года они оскорбляли друг друга, сливали какую-то личную информацию, в общем, все это было некрасиво, грязно, и, наконец-таки, они по суду поделили опеку над детьми. Напомню вам, что у них, по-моему, 6 детей, 6, и я искренне рада, что они развелись не из-за того, что эта пара распалась, а просто потому, что, наконец-таки, весь этот трэш закончился, потому что, мне кажется, такие вещи очень негативно сказываются как раз-таки на детях, особенно когда мать объявляет отца алкоголиком и каким-то психопатом, отец делает то же самое в адрес уже жены. И здесь уже не важно, там, звезды вы, не звезды, они становятся обычными, склочными людьми. И, кстати, западная пресса очень любит считать деньги знаменитостей, и они писали о том, что бракоразводный процесс очень сильно и негативно отразился на состоянии уже материальном семьи, что Анджелина очень много денег потеряла, Брэд, и кто вообще в этой ситуации выиграл, если они там на суды потратили какую-то баснословную сумму. Анджелина хотела удариться в режиссуру, но из-за того, что у нее появились такие некие материальные трудности, какие-то таблоиды писали, что вот там она еле-еле концы с концами сводит. Знаете, мне очень смешно читать такие новости, когда говорится о том, что вот за вторую Малефисенту Анджелина Джоли получит $25 миллионов, и, она такая бедная, несчастная, еле-еле концы с концами сводит. Мне кажется, это немножко странно, но, понятное дело, они привыкли к одному образу жизни, и Анджелине пришлось отложить немножко свои мечты о режиссуре,
режиссуре и снова стать актрисой. Бедная несчастная, потому что актерством она может заработать больше, чем режиссурой, и у Брэда там вроде тоже не очень ладится с карьерой. Понятное дело, что на Западе всякие вот такие бракоразводные процессы, они не очень хорошо сказываются на карьерах, и поэтому знаменитостям приходится работать еще активнее. Мне кажется, что пусть лучше работают, чем будут мучить детей и будут заниматься разводами. В общем, наконец-таки закончился этот развод, и можно сказать, что закончилась некая эпоха. Таблоидам пора писать про что-нибудь другое. Еще одна новость, или, можно сказать, такое появление, это Эмбер Хёрд на премьере Аквамена. И, кстати, в прокат скоро выходит Аквамен. Я лично его очень сильно жду. Я вообще фанат и вселенной DC, и вселенной Marvel. Очень люблю супергеройские фильмы. Мне нравится актер Джейсон Момоа, и, соответственно, я жду Аквамена. Так вот, Эмбер Хёрд исполнила в этом фильме одну из главных ролей. Кто не знает, Эмбер Хёрд — это бывшая жена Джонни Деппа, которая очень сильно много крови ему попила. Тоже был громкий бракоразводный процесс. Боже мой, мы скатываемся в какие-то сплетни с вами, а не в новости. Ладно, забудем. Давайте просто обсудим ее наряд, потому что она потрясла весь мир. Она появилась даже на обложке британского Times, потому что просто посмотрите на этот наряд. Я помню, как несколько лет назад все осуждали, как-то не понимали, делали какие-то мемчики по поводу того, что Ирина Шейк надела на голову фольгированную шапочку и в таком виде там дефилировала где-то на отдыхе. Эмбер Хёрд пошла дальше, и она появилась в таком виде на красной ковровой дорожке, причем ей самой очень сильно понравился ее наряд, а вот весь остальной мир немножко не понял, потому что, да, с одной стороны, это прикольно, потому что это как бы вызывает ассоциации с фильмом, в котором она сыграла одну из главных ролей, но в то же время такой вот наряд поняли далеко не все. Напишите в комментариях, кстати, понравился вам этот ее наряд или нет, и на что он вам кажется похожим. Лично мне кажется, что такое ощущение, что она надела не фольгированную шапочку, а вот те шапочки, в которых занимаются в бассейне, занимаются плаванием. Я когда занималась плаванием, у меня была похожая шапочка, и она, кстати, была такого же цвета, так что у меня была еще ностальгия, когда я смотрела на этот наряд Эмбер Хёрд. Ну, в общем, прикольно, это подогрело интерес к премьере, как мне кажется, и, соответственно, я уже жду, когда появится Аквамен, и очень сильно хочу сходить на него в кино. И еще одна новость для любителей кино. Дело в том, что «Богемская рапсодия», фильм, который идет в прокате уже практически месяц, стал самым кассовым байопиком за всю историю кино, потому что только за месяц он собрал $550 миллионов, и ни один байопик еще не собирал столько денег. Вот просто себе представляете, больше чем $500 миллиарда уже собрано. И мне кажется, что вполне заслуженно, потому что я тоже ходила на этот фильм, он мне очень сильно понравился, я сидела до самых титров. Я не понимаю людей, которые как-то сильно его критикуют. Мне кажется, что фильм удался, в нем не показали ничего лишнего, но в то же время осветили все те моменты, которые нужно было осветить. Мне очень понравилась актерская игра главного героя, и я знаю, что там были какие-то скандалы с созданием этого фильма, потому что в начале главную роль должен был сыграть Саша Барон Коэн. Он там ушел из проекта, потому что понял, что фильм будет не весь про Фредди и не так, как он себе это представляет. Также потом, когда практически весь фильм был снят, уволили режиссера, у него там были конфликты с исполнителем главной роли. В общем, все не слава богу было с этим фильмом, но в итоге он получился потрясающим, так что создатели на нем еще очень-очень хорошо заработали. И еще одна не положительная, не отрицательная, хотя, возможно, для кого-то эта новость покажется негативной. Дело в том, что платформа Tumblr, такая социальная сеть, где пользователи хранили свои картинки, это вообще такое уютное место в интернете, которому уже очень-очень много лет. В общем, эта социальная сеть идет к закрытию, говорят, что она закроется уже в середине 2019 года. Сейчас пошло ужесточение, убирают все картинки для взрослых, если можно так сказать, но, соответственно, к взрослому контенту можно причислить практически что угодно, что посчитают нужным модераторы, хотя признаю, что я лично на Тамблере сидела, ну, может быть, там, пару дней, и больше я не посещала этот сервис, знаю, что очень многие его любят, но теперь все, увы, придется переключаться на другие социальные сети. И самая последняя новость из мира техники, потому что, ну, как же в 21 веке не поговорить про технику, дело в том, что вот-вот выйдет смартфон от Яндекс, в котором буквально будет жить голосовой помощник Алиса, она будет не отдельным приложением, а уже интегрирована в устройство, и я вообще в шоке от Яндекса, потому что там Google, какой-то мировой монополист, Яндекс двигается прям таки семимильными шагами в России, он просто зарос и разросся практически во все сферы нашей жизни. Я, например, от Яндекса еду заказываю, такси, погоду, навигатор. Мне кажется, мы просто живем в стране Яндекса, и неудивительно, что они решили выпустить свой смартфон, но иронично, что, конечно, это будет смартфон на андроиде, который выпускает компания Google. Такое симбиотическое устройство, которое объединило в себе конкурентов. Вы, кстати, сейчас тоже, между прочим, смотрите это видео на сервисе Google. Да,
Вот так вот, Google повсюду. Стоить смартфон будет около 18 тысяч рублей, и уже 7 декабря, с четверга, любой из нас с вами может прийти, пощупать его, посмотреть. Хотя лично я пока не собираюсь изменять конкурентам и пользуюсь и Android, и iOS. Короче, вот так вот мы с вами посидели, поболтали, пообсуждали, в чем-то даже посплетничали. Ну, хочется мне с вами иногда вот так вот разговаривать, общаться. Кстати, у меня для вас просто идея. Придумайте название для этой рубрики, где мы с вами будем болтать, возможно, будем обсуждать какие-то новости, как сегодня, вы там можете мне подкидывать идеи каких-то инфоповодов. Придумайте в комментариях название этой рубрики, и самое лучшее название я уже в следующий раз буду использовать, поэтому очень сильно нужна мне ваша помощь. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вы можете подкидывать идеи еще более оперативно, смотреть мои истории, читать мои посты и вообще как-то быть со мной на связи. Обожаю читать ваши комментарии там тоже. Ну и, конечно, самое главное, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока. А еще, кстати, Cardi B рассталась с отцом своего ребенка. Да, очень важная новость. И, наверное, очень многим интересная. Но западный интернет просто взрывается этой новостью. А я пойду дальше пить воду. Так что можете выключать видео. Больше новостей не будет. И сплетен тоже. Нет, на сегодня хватит. Реально.